Китайская космическая миссия. Беспорядки после забастовки профсоюзов. ОВД-инфо назвали экстремистами. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 6 июня, 14:30. 24 мая в 23:08 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань ракета Чанчжэн-2F вывела на орбиту корабль Шэньчжоу-23. Спустя примерно 3,5 часа корабль состыковался с базовым модулем Тяньхэ космической станции Тяньгун. Экипаж пробудет на станции около полугода и проведет десятки научных и прикладных экспериментов. А один из них останется на орбите на целый год, чтобы исследовать пределы адаптации и работоспособности человека в длительном космическом полете. В конце года Шэньчжоу-24 доставит пакистанского астронавта, который займет место одного из членов экипажа. 3 июня Конфедерация профсоюзов португальских рабочих провела всеобщую забастовку против трудового пакета правительства. По версии профсоюзов, трудовой пакет узаконивает увольнение без уважительной причины, удлиняет и дерегулирует рабочее время, бьет по правам на материнство и отцовство и ослабляет коллективные договоры и право на забастовку. Марш в Лиссабоне завершился мирно к 16:15. Около 6 вечера, когда полиция вновь открывала движение у парламента, группа из десятков молодых людей вновь поставила заграждение, бросала бутылки и петарды, зажгла мусорные баки. После предупреждений вмешалась полиция, применив дубинки. К 7 часам все успокоилось, есть задержанные. Генеральный секретарь Конфедерации профсоюзов Тиаго Оливейра отрицал участие профсоюзов в беспорядках и возложил вину на группы, которые встраиваются в манифестации ЦГТП, подчеркнув, что акции по стране прошли мирно. Суперинтендант Карлош Резенде да Силва заявил, что задержанные не связаны с профсоюзным маршем, который прошел в штатном режиме. Министр внутренних дел Луиш Невеш выразил полиции полное доверие и назвал ее действия взвешенными, профессиональными и ответственными. 4 июня Росфинмониторинг внес правозащитный проект ОВД-инфо в список террористов и экстремистов. Тогда же туда внесли правозащитный центр «Мемориал» с более чем 30 структурами, Револьт-центр и музей Перм-36. Статус грозит уголовной ответственностью за участие, финансирование и демонстрацию символики ОВД-инфо. Проект выпустил инструкцию, в которой советует бывающим в России людям удалить репосты, ссылки и логотипы. Работа, которую российские власти называют экстремизмом, это около 300 юристов, которые принимают сигналы о задержании через горячую линию и бот, выезжают в отделы полиции к задержанным, ведут административные и уголовные дела, чтобы никто не оставался один на один с системой. Не вешайте нос, ведь Алексей Навальный в вас верил. Объединяйтесь, стройте свои сообщества и поддерживайте тех, кто сопротивляется.